В этом видео я покажу, как связать вот такое мороженое. Я использую пряжу Yarn Art Jeans, крючок номер 2. Вяжем рожок. Кольцо амигуруми, 6 столбиков. Второй ряд 6 прибавок, всего 12 столбиков в ряду. С 3 по 5 ряд вяжем по 12 столбиков в ряду без изменений. 6 ряд 3 столбика. Одна прибавка. И так 3 раза. Всего 15 столбиков в ряду. С 7 по 9 ряд вяжем по 15 столбиков в ряду без изменений. 10 ряд 4 столбика. Одна прибавка. И так 3 раза. Всего 18 столбиков в ряду. С 11 по 13 ряд вяжем по 18 столбиков в ряду без изменений. 14 ряд 5 столбиков, 1 прибавка и так 3 раза. Всего 21 столбик в ряду. С 15 по 17 ряд вяжем по 21 столбик в ряду без изменений. 18 ряд 6 столбиков, 1 прибавка и так 3 раза, всего 24 столбика в ряду. С 19 по 21 ряд вяжем по 24 столбика в ряду без изменений. 22 ряд 7 столбиков, 1 прибавка и так 3 раза, всего 27 столбиков в ряду. С 23 по 25 ряд вяжем по 27 столбиков в ряду без изменений. 26 ряд 8 столбиков, 1 прибавка и так 3 раза, всего 30 столбиков в ряду. С 27 по 29 ряд вяжем по 30 столбиков в ряду без изменений. 30 ряд 9 столбиков, 1 убавка и так 3 раза, всего 33 столбика в ряду. С 31 по 33 ряд вяжем по 33 столбика в ряду без изменений. 34 ряд 10 столбиков, 1 прибавка и так 3 раза, всего 36 столбиков в ряду. Вяжем соединительный столбик и обрезаем нить. Рожок готов. Вяжем шарик мороженого, кольцо амигуруми. Шесть столбиков без накида. Второй ряд 6 прибавок, всего 12 столбиков в ряду. Третий ряд 1 столбик, 1 прибавка и так 6 раз, всего 18 столбиков в ряду. Четвертый ряд 2 столбика, 1 прибавка и так 6 раз, всего 24 столбика в ряду. Пятый ряд 3 столбика, 1 прибавка и так 6 раз, всего 30 столбиков в ряду. Шестой ряд 4 столбика, 1 прибавка и так 6 раз, всего 36 столбиков в ряду.
Седьмой ряд 5 столбиков, 1 прибавка, и так 6 раз, всего 42 столбика в ряду. Восьмой ряд вяжем 42 столбика без изменений. Девятый ряд 6 столбиков, 1 прибавка, и так 6 раз, всего 48 столбиков в ряду. Десятый ряд вяжем 48 столбиков без изменений. 11 ряд 6 столбиков, 1 убавка, и так 6 раз, всего 42 столбика в ряду. 12 ряд вяжем 42 столбика без изменений. 13 ряд 5 столбиков, 1 убавка, и так 6 раз, всего 36 столбиков в ряду. Начинаем вязать капли. 2 столбика, 3 воздушные петли, 2 столбика по воздушным петлям, начиная со второй воздушной петли. 4 столбика, 5 воздушных петель, 4 столбика по воздушным петлям, начиная со второй петли от крючка. Три столбика, 5 воздушных петель, 4 столбика по воздушным петлям, 6 столбиков, 5 воздушных петель, 4 столбика по воздушным петлям, 4 столбика, 2 воздушные петли, 1 столбик по воздушным петлям, 5 столбиков, 6 воздушных петель, 5 столбиков по воздушным петлям, 4 столбика, 3 воздушные петли, 2 столбика по воздушным петлям, 4 столбика,
4 воздушные петли, 3 столбика по воздушным петлям, 4 столбика, 6 воздушных петель, 5 столбиков по воздушным петлям, 2 столбика, 16 ряд. Обвязываем весь ряд по кругу столбиками без накида. На вершинах капелек по 2 столбика без накида в каждую вершину. В конце вяжем соединительный столбик, обрезаем нить. Нить оставляем немного длиннее, будем ею пришивать. Вяжем шоколад, кольцо амигуруми, 6 столбиков без накида, второй ряд, 6 прибавок, всего 12 столбиков, третий ряд, 1 столбик, 1 прибавка, и так 6 раз, всего 18 столбиков в ряду. Четвертый ряд, 2 столбика, 1 прибавка, и так 6 раз, всего 24 столбика в ряду. Пятый ряд, 3 столбика, 1 прибавка, и так 6 раз, всего 30 столбиков в ряду. Далее вяжем капли, 3 воздушные петли, 2 столбика по воздушным петлям, начиная со второй петли от крючка. Пять столбиков, 5 воздушных петель, 4 столбика по воздушным петлям, 4 столбика, 7 воздушных петель, 6 столбиков по воздушным петлям, 3 столбика, 3 воздушные петли, 2 столбика по воздушным петлям, 5 столбиков,
4 воздушные петли, 3 столбика по воздушным петлям, 3 столбика, 2 воздушные петли, 1 столбик, воздушную петлю, 6 столбиков, 3 воздушные петли, 2 столбика по воздушным петлям, 3 столбика, обвязываем точно так же, как и в белой детали, по одному столбику в петли столбиков предыдущего ряда и на вершинах капелек по 2 столбика. Довязали, в конце провязываем соединительный столбик. Обрезаем нить, оставляя немного длиннее для пришивания детали. Вяжем сливки. Первая часть. Кольцо амигуруми, 6 столбиков, второй ряд 6 прибавок, всего 12 столбиков в ряду, третий ряд 12 прибавок, всего 24 столбика в ряду, четвертый ряд 24 прибавки, всего 48 столбиков в ряду, последний пятый ряд вяжем 48 прибавок, всего 96 столбиков в ряду. Довязали, вяжем соединительный столбик и обрезаем нить. Вяжем вторую часть сливок. Кольцо амигуруми, 6 столбиков, второй ряд 6 прибавок, всего 12 столбиков в ряду, третий ряд 12 прибавок, всего 24 столбика в ряду, последний четвертый ряд 24 прибавки, всего 48 столбиков в ряду. Довязали, провязываем соединительный столбик, обрезаем нить. Вяжем третью часть сливок. Кольцо амигуруми, 6 столбиков, второй ряд по 3 столбика в петли столбиков предыдущего ряда, всего получится 18 столбиков в ряду, 1, 2 и туда же 3, следующую петлю столбика предыдущего ряда, 1, 2, 3, и так 6 раз. Последний третий ряд точно так же, как и второй, по 3 столбика в каждую петлю столбиков предыдущего ряда. Довязали, провязываем соединительный столбик и обрезаем нить. Вяжем трубочки. Первая трубочка кольцо амигуруми, 4 столбика без накида, второй ряд 4 прибавки, всего 8 столбиков в ряду. С 3 по 11 ряд вяжем по 8 столбиков в ряду.
Довязали, провязываем соединительный столбик и обрезаем нить. Вяжем вторую трубочку, кольцо амигуруми, 4 столбика, второй ряд, 4 прибавки, всего 8 столбиков в ряду. С 3 по 15 ряд вяжем по 8 столбиков в ряду. Довязали, провязываем соединительный столбик и обрезаем нить. Нить оставляем подлиннее для пришивания детали. Собираем изделие. Сначала я соберу сливки. Вот эта нить, которая осталась после вязания, продену ее до серединки, до начальной ниточки. Это можно делать иглой, можно крючком меньшего размера. Сделаем так во всех частях сливок. Теперь третью часть сливок располагаем над второй, то есть самую маленькую над средней. Вот эти ниточки продеваю через отверстие кольца амигуруми во вторую часть. Теперь верхнюю и среднюю часть сливок продеваю сквозь нижнюю часть, ту, которую мы первой вязали, самую большую. Вот такие сливки получились. Я буду продевать эти ниточки через серединки деталей. И теперь все вместе продеваем в белую деталь. Можно вывернуть, чтобы удобнее было. Завязали узелки, обрезаем нити. Затем пришиваем шоколад к белой части мороженого. Пришили. Теперь наполняем и пришиваем трубочки. Я буду наполнять, помогая маникюрной палочкой. Пришиваем. Пришиваем вторую трубочку, отступаем сантиметра 1,5-2 от первой трубочки. Пришили. Вышиваем украшения на мороженом, делаем французские узелки. Наматываем 2 раза, продеваем рядышком. Наполняем и пришиваем шарик мороженого и рожок вместе. Сначала пришиваю по кругу, а затем пришиваю капельки.
Наполнили до конца и продолжаем пришивать. Вот такое мороженое у нас получилось.